Ребята, снова привет! Сегодня я вам расскажу про проб-трейдинговую компанию HashHedge. Ну и сделаем небольшой обзорчик. Я расскажу, как зарегистрироваться. Ну и покажу там терминал и так далее. Это не реклама, естественно, никто мне никаких денег не заносил, потому что у меня подписчиков 1,5 человека. И никто за это, естественно, не платит. Хотя хотелось бы. Но нет, поэтому просто я вам расскажу, может будет вам полезно узнать. Так, как я вообще узнал об этой у Никиты, господи, хедлайнеры. Был пост, ну, видимо, рекламный. Не знаю, об этом проб компания об этой HashHedge. В общем, кто не знает, что такое проб-компания. Проб-компания это то место, где вам могут дать деньги для торговли. Ну, депозит, условно, если у вас его нет. А кто туда обращается, обычно у тех как бы нет. Они вам дают деньги, и вы на эти деньги торгуете, но они как бы жестко контролируют риски. Внутридневные риски, там есть ограничения по неделям, есть ограничения, обычно есть ограничения по месяцу. Ну, как бы здесь я по месяцу не нашел, но как бы они есть обычно в пропах. Эти компании работают официально, но не именно это, а вообще про проб-компании. То есть и в России есть, они торгуют там и на крипте, и на московской бирже. Ну и в мире вообще как бы такая тема как бы известная. Ну, может, из моих зрителей кто-то не знает. Да? Как именно здесь все организовано. То есть здесь есть, ну это скажем так, типа тестовых экзаменов. Да? Есть вот депозиты, которые вам могут дать. Соответственно, вы должны внести какие-то там стартовые деньги, чтобы пройти экзамен. Там $49, там 99, 250, 400, 800. Да, как проходит этот экзамен? То есть вы регистрируетесь. Ну, я показывать сейчас не буду выходить, там все легко. Имя, фамилия, телефон, электронная почта. И все. Как бы вам, по-моему, приходит письмо потом на почту с подтверждением, что вы зарегистрированы. И все. Дальше вам надо выбрать из этих вариантов. Ну, я выбрал 49 баксов. Как бы их и не жалко. И так попробовать. Вы, наверное, кто меня смотрит, знает, что я все люблю испытывать, все новые темы как бы на своих деньгах. Иногда мне это очень дорого стоит. Ну да ладно. В общем, оплатить эти 49 баксов можно криптой, можно картой, ну, наверное, не РФ. Ну, я в карты не заходил, ну, как бы в крипте там несколько сетей тебе дают на выбор. И ты как бы закидываешь туда $49, ну, USDT. И все, буквально через 5 минут у тебя как бы там открывается следующее окно. Так, ну и что, вот давайте на одном как бы посмотрим, разберем, да, двухэтапный процесс оценки. Ну, процесс оценки, вы понимаете, прежде чем вам дать как бы живые деньги настоящие, да, им нужно понять, как бы вообще умеете вы торговать или нет, умеете ли вы соблюдать риски и так далее. Что вы как бы не совсем дебил. Так, что у нас? Двухэтапный процесс оценки, неограниченный торговый период. Ну, это как бы, не знаю, что такое неограниченный торговый период. До 90% распределения прибыли, как бы я так понимаю, что до того, как экзамен не пройдешь, как бы ты не узнаешь точно. Потому что до 90% это как бы такое определение размытое. 49 баксов вступительный взнос. Возможность торговать, там 180 криптовалют. Я вам дальше покажу, какие там есть. И кредит на плечо до 1 к 5. Ну, здесь еще были сейчас. Попробуем раскрыть. Так. Ну это вот как оплатить. Как бы здесь выбираете и оплачиваете. Сейчас, подождите. Секунду. Здесь где-то было
Было еще стартовый. Сейчас посмотрим, откроется или нет. Вот, да. Открылось. И здесь вот уже поподробней было. Было где-то поподробней, как конкретно и что делать. Господи. Так, ладно, сейчас у себя, может, там откроется. В общем, вам надо. Давайте, я на телефоне фотку делал. Ну, скидывать я еще сейчас не буду. Но если не найдем, я вам как бы хотя бы так зачитаю, в чем фишка. Так. 5 секунд. Там дальше есть все, я вам сейчас покажу. В общем, платите, эту выбираете. И аккаунт. Потом вам будет доступна вот эта панель, да, вот у меня здесь, это я сегодня только сделал, да, начальный баланс $5000, конец дня, статус челлендж, панель управления, давайте откроем. Вот, я не знаю, там сделка закрылась или нет, или это плавающая еще. Реализованная прибыль какие-то -6, что -6, непонятно, нереализованная 16. Хотя реализованная там вроде $2 было, откуда 6, может комиссии какие-то. Ладно, это я дальше посмотрю, расскажу. Так, вот. У вас максимальный дневной убыток получается $250. Максимальный убыток всего $500. Вы можете потерять, потом как бы вам аккаунт заблокирует. Прибыль вам надо заработать за первый этап, господи, сколько дней-то? 5 дней. 5 дней длится первый этап, за 5 дней вам надо заработать $400. При этом у вас максимальный убыток может быть $500. Так, потом будет второй этап. Хотя они пишут режим реальной торговли, но я думаю, что это какие-то демо-счета, потому что не могут они каждому человеку, там, кто $49 заплатил, да, давать там по $500 убытка, чтобы он мог получить. Я думаю, что это как бы вот на начальных этапах, по крайней мере, я думаю, что это все работает как кухня. То есть на рынок ваши сделки навряд ли выводятся. Ну и, соответственно, прибыль, как бы, я думаю, что вот эти $400, если ты заработал их, я думаю, что забрать нельзя. Потому что они нереальные. Но это, опять же, это мои мысли, как на самом деле я не знаю. И никто вам не скажет, выводят они их на рынок или нет. Но, как бы, если по модели бизнеса судить, да, если они там каждому, кто внес $49, дадут реальные деньги и по ним будет максимальный убыток в $500, как бы математика, сами понимаете, не складывается. А складывается она, если там вот это вот все, первый, второй этап на демо-счетах, да, то есть на рынок они их не выводят. И, естественно, там это испытание там пройдет, там, не знаю, там один из там 20-30 человек, и тогда у вас уже математика как бы становится понятной. Да, то есть 20 человек заплатили по $50, из них как бы выиграл один, и на которого как бы распространяется, там, ну, который может совершить убытков максимум на $500. А собрали условно по $50 1000. И тогда математика как бы становится логичной и уже как бы понятен бизнес-план их. Ну вот это вот хаш-хедж этот. Так, ладно, второй этап потом, если мы первый проходим. Да, все то же самое, те же 5 дней, те же, максимальный убыток только $400 уже. И надо заработать $300. Ну и потом вам уже как бы финансируемый аккаунт дадут. То есть вам эти 5000. Ну, соответственно, ограничение по убыткам там будет то же самое. Максимум, ну, еще даже меньше, чем в первой части. Да, $400 вы можете потерять. Вообще, и 250 как бы дневной убыток. И
И если вы как бы вот это вот нарушите эти правила, вас просто отключат от аккаунта. И вы дальше уже не сможете торговать, вам никто ничего больше не даст, никаких денег. Так, с этим понятно у нас все. Я думаю, что да. Здесь у нас что-то происходит. Давайте обновим. Обновим, как бы ни хрена здесь не поменялось. Пока, ну да ладно. Так, выходим из панели управления, переходим в режим торговли. Нажимаем кнопочку, открывается у нас здесь терминал. Такой он, конечно, не сказать, что прям сильно красивый. Я сейчас скажу какие-то минусы, может там организаторы будут этот ролик смотреть, примут к сведению, да, и что-то исправят. Да, самый такой, один из интересных минусов, вы видите, у меня стоит Take Profit, стоит Stop-Loss, на экране как бы ни хрена нету. Ну, то есть они не отображаются, что как бы ну, не очень прикольно. Должны отображаться, я не знаю, может в настройках там где-то и есть, ну, как бы я пока сильно не нашел. Не видно. Терминал стандартный, как у многих бирж, как бы ничего здесь такого нет. Ну, у некоторых бирж получше это все реализовано, у некоторых вот так же. Да, из неудобного. 30-минутный таймфрейм вообще непонятно где. Да, куда-то он исчез. И как настроить вот это вот я вообще понять не могу. Да, если мы как бы переходим сюда и я ручками, допустим, вбиваю сюда 30, то что? Он выдает, как бы иди нахрен, друг. У меня таких нет. Ну и соответственно двухчасовик, трехчасовик, как бы не знаю как это настраивать. Настройки я как бы, ну они есть настройки-то. Сейчас там вроде тыкал 2 раза. Ну как бы не про то, что надо. Так, это объемы. Ну вот давайте здесь стоп-лоссы, чтобы было видно этих. Тоже я здесь не нашел, чтобы можно было где-то посмотреть и заявки отображались у тебя на экране. Ну и вот он, собственно, и все настройки. То есть таймфреймы раз, нельзя какие-то другие выбрать. Это вот по маркету эта херня нафиг она нужна. 2, не видно как бы стоп-лоссов, тейк-профитов, заявок на графике. Не убирается стакан. То есть, естественно, на нем скальпить ты не будешь, как бы. И вообще вот мне он, допустим, нахрен не нужен, чтобы он здесь как бы был. Ну, то есть занимает место и не убирается. В Виксе, если вы помните, кто-то смотрел обзор, там все то же самое. Здесь не выбирается. Так, дальше давайте идем. Лимитки. Здесь, что не очень хорошо, на мой взгляд, реализовано. Если мы ставим Take Profit Stop Loss, да, лимитка понятна, здесь какая цена стоит. Здесь мы, если вводим, ну, допустим, Take Profit на 97, давайте поставим. Stop Loss. Пусть будет 95. То есть, видите, в зависимости от размера позиции, он нам здесь не показывает убытки. Это что такое 18.24? То он типа профит показывает. Ну-ка, давайте проверим. Нет, хер его знает, что он там показывает. Непонятно, что он показывает. Но, в общем-то, и это плохо. Как бы у большинства бирж как бы показывается, да, вводишь 95, он здесь тебе цифру как бы в зависимости от суммы как бы показывает, сколько у тебя убыток будет в деньгах. И также Take Profit по Take Profit тоже как бы показывает. А здесь у нас что? Маржин.
что-то там. Пока total баланс. Еще какую-то фигню. Ну, короче, не знаю. Не нравится мне, как это реализовано. Take Profit и этот тоже. Ну, это бог с ним, допустим. То есть ты, когда заявку лимитную забиваешь, тебе как бы, ну, придется как бы в уме считать, да? Стоп-лосс, сколько он будет в деньгах. Да, как бы нахрен это надо. Когда можно допилить как бы это все. График, понятно. С этого. TradingView. Ну, что там есть? Ну, есть какие-то вон эти, господи, индикаторы. Так, все понятно. Я думаю, что здесь как бы это стандартный терминал. Ничего здесь такого интересного. И это вы можете и изолированную маржу, либо кросс-маржу выбрать. Да, плечо там максимальное 5 дают в этом пропе. То есть больше плечи, даже когда будет уже реальный счет, как бы там больше не дадут, только пятикратное плечо. Ну и собственно все. У кого как бы, кому эта штука полезна, у кого условно нет депозита. Но он как бы умеет торговать, что как бы взаимоисключающиеся какие-то вещи, да, кто умеет торговать и нет депозита. Но всякие в жизни ситуации бывают. Да, естественно, контроль рисков здесь. Я как бы не очень люблю такую торговлю, вы, наверное, уже знаете. Потому что у тебя ограничена все равно прибыль. Ну, редко уж кто там делает прям какие-то, если торгует с... Господи, слово вылетело. С ограничением рисков, да, там какие-то большие проценты в месяц стабильно. То есть, да, как бы я умею как бы тоже торговать и со стоп-лоссами, и с этими, и с ограничением рисков. Но процент маленький будет. Ну, от 5 до 20, скажем так, в месяц. Ну, как бы, да, стабильно это можно делать. Это не так весело, как бы, как с плечами там бахать. Да, и надо тратить намного больше времени. То есть, тебе нужно в любом случае искать точки входа. А что такое ограничение по рискам? Там в 5-10%, да? И тебя потом выгонят. Да тебе надо сидеть, как бы, и заниматься внутридневным трейдингом. Вот, ТПшка у меня исполнилась. Да, что мы там заработали? 14 баксов. 5014. 14. Ну, что-то комиссии они какие-то берут. Я, честно говоря, еще пока здесь не смотрел. Ну, наверное, где-то можно посмотреть. Ну вот. Ну, что-то какие-то конские комиссии, я бы сказал, честно. Сколько? 4 бакса. Ну, здесь просто это как бы я пробовал, и там позиция маленькая была. 0,359. Это фандинг. Фандинг, открытие. Тоже позиции, смотрите, 4 бакса. Это что? Закрытие бакс. Ну, короче, здесь еще комиссии как бы такие интересные. Это тоже надо учитывать. Потому что это, соответственно, ну, то есть вы понимаете, это они как бы к биржевым комиссиям еще накручивают как бы плюсом себе. И это тоже их как бы заработок. То есть помимо того, что вы как бы будете с ними прибылью делиться, у них как бы еще и на этом они тоже зарабатывают. Ну и пропы как бы официальные, вот, которые у нас в России, как бы там то же самое. Если вы думаете, что там как бы комиссии что-то какие-то другие, нет, там то же самое, тоже они на этом зарабатывают, проб компании. Ну, потому что так вот на бирже, я не знаю, там на BingX комиссия за открытие-закрытие, ну, поменьше они, мне кажется. Хотя я могу ошибаться, конечно. Ну, как бы вот, нашли, да? Фандинг, открытие.
Ну, правда, я не очень понимаю, что такое открытие позиции. За открытие у тебя берут, за закрытие у тебя берут. То есть вот 6 баксов, как бы, пожалуйста. И фандинг. Ну, блин, ребята, это дорого, конечно. Это дорого, то есть вы в торговле, как бы, здесь не поскальпишь там, да, на какие-то эти, потому что у тебя комиссии все сожрут. То есть это более-менее там какие-то хотя бы движения должны быть нормальные. Кстати, кто будет торговать, как бы, вот учитывайте это. Потому что, ну, вам надо брать все равно движение, как минимум. Я там что открывал, 95 где-то там 800. И закрылось 96 140. 140 плюс 100, ну, 300, короче, пунктов. Ну, то есть меньше 200 пунктов, как бы, и смысла нет сделки открывать. Вы там ничего не заработаете, отдадите только за комиссии. Так, ладно. Думаю, информация как бы полезна кому-то будет. А, эти я вам не показал. Подождите. Активы. Какими можно торговать? Вон, давайте я потихоньку буду листать. Ну, потом сможете посмотреть. Ну, в принципе, здесь довольно-таки много. Монеток. Не знаю, откуда они цены берут. Ну, скорее всего, какой-нибудь там Bybit или еще откуда-то они просто забирают данные. О, все. Вон хамстер даже есть. Забыли, наверное, про него уже. Так, все, ребята. Давайте закругляться. Всем пока.